клика, общий сбор. 21 Pilots выпустили новый альбом Bridge, закрывающий вымышленный лор группы длиной более чем в 10 лет, за которым следили миллионы фанатов по всему миру. Вместе с релизом пластинки нас накормили, пожалуй, самым жирным послесловием, что мы могли вообще представить, в виде клипа на песню City Walls. Но все по порядку. Для тех, кто еще не знаком со мной, я Кит Китыч, профессиональный музыкант, который пару месяцев назад уже выпускал на этом канале видео о пилотах. Если вы его еще не видели, бегом смотреть, чтобы погрузиться в мир этого чудесного дуэта. А потом возвращайтесь снова сюда, чтобы поставить вместе со мной финальную точку в приключениях всех этих вот епископов, Клэнси и факелоносца. А еще подписывайтесь на мой телеграм-канал, туда я уже начал выкладывать свои каверы на пилотов, которые вы можете услышать в этом видео, потому что весь саундтрек для выпуска впервые за историю канала был полностью записан мной на рояле, чтобы поатмосфернее было. С самого первого прослушивания альбома стало ясно, что ребята наконец очутились в своей зоне комфорта. Во многих треках вернулась та самая призрачная составляющая, которая и делала песни 21 Pilots настолько характерными по стилю. Причем у меня сложилось впечатление, что в этой пластинке Тайлер с Джошем воссоединяют творческие находки, которые могли бы характеризовать отдельные эпохи их группы. Например, в альбоме 21 Pilots это были рок-баллады, Vessel – танцевальная, немного примитивная электронная музыка, Blurryface – это прям альтернативный поп с хуковыми припевами в каждой песне. Trench – красивая, но сложная по звучанию и форме музыка. Scaled and Dicey – эксперименты с различными жанрами. И, наконец, Clancy – пожалуй, в целом с чуть более темным звучанием, чем большинство альбомов. И да, это все вы найдете в новом альбоме Bridge. Красивые баллады, как Cottonwood и Intentions. Поп-хиты, как Целый и One Way. Нам мне даже чем-то стиль Tame Impala напоминает. Панк-рок песни Days Lie Dormant и Drum Show. И даже немного хип-хопа, как в песне Central Maze. Кстати, в интро к этой песне есть сразу несколько пасхалок. Во-первых, фраза «My Death». Это сама цитата из песни Trees, которую дуэт исполняет на каждом концерте на бис. И в сети разверусилось видео, где отчаянный фанат на концерте в Денвере подпевает, находясь рядом с Тайлером, когда тот погружается в толпу, потому что именно так и нужно заканчивать шоу. Поет фанат одновременно громко и не впопад, собственно, как и принято на концертах. Через пару дней Тайлер спародирует это видео прямо во время выступления. И, собственно, вырезку из оригинального ТикТока с фанатом мы и слышим в начале песни. Но это еще не все. Следующей же фразой в интро идет это. Вновь вырезка из ТикТока, в котором одна из британских фанаток пилотов украла барабан прямо после выступления. Интересно, что ее никто не схватил. И только спустя почти сутки удалось найти вора и потребовать обратно музыкальный инвентарь. У меня там кусочек лишился! Собственно, сам момент кражи попал на видео.
Видимо, ребят все-таки зацепила эта ситуация, и они решили, в свою очередь, на следующих выступлениях прицепить барабан, чтоб его снова не утащили. Есть в альбоме песня, которую не сочинял Тайлер Джозеф. Я говорю о Robot Voices. На самом деле, ее написала группа Blanket Approval. Джозеф случайно наткнулся на них в интернете, и песня ему настолько понравилась, что он немедленно обратился к группе и попросил позволить ему немного поработать над их треком. В частности, Тайлер захотел сделать мостик оригинальной песни своим припевом. Сравните. Если нет разницы, зачем платить больше? Центральным инструментом альбома можно смело назвать фортепиано. Оно присутствует во всех песнях без исключения. Весь микс часто построен именно вокруг партии клавишных. То есть вначале было фано, Мое уважение. и вокруг уже достраивались и дозаписывались другие тембры – бас, синтезаторы, ударные. Одну из песен альбома Клика могла слышать еще 14 лет назад. Дело в том, что новая песня Downstairs – это доработанная версия демки Korea, которую группа опубликовала еще в самом начале сотрудничества дуэта. Джошуа убедил Тайлера взглянуть на старую инструментальную запись свежим взглядом. Они ее усовершенствовали и попросту расширили до формата современной песни в коллаборации с Полом Мини, который является постоянным сонграйтерским спутником Тайлера вот уже почти 10 лет. Советую заценить его канал на YouTube, если вам интересно узнать больше инсайдов о том, как пишутся песни пилотов. Это во многом объясняет звучание песни, отдающие дань уважения своим гармоническим и аранжировочным языком первым альбомом группы. К слову, это далеко не первая песня, которую, можно сказать, спасает Джош Данн, барабанщик группы. Тайлер, как и любая творческая личность, относится критично к своим творениям и часто бракует их. И если бы не твердое слово Джоша, что песню все же нужно оставить, мы бы не услышали таких хитов, как Downstairs, Sally или, например, моя любимая из прошлого альбома Routines in the Night. Кстати, насчет барабанщика. Спасибо, что пришли. Русский человек. Во-первых, партии ударных из этого альбома, пожалуй, самые навороченные и прогрессивные за всю историю творчества группы. Конечно, в каждом альбоме есть треки, где Джош барабанит что-то сложнее, чем прямой бит. Вспомнить хотя бы Neon Gravestones или Overcompensate. Но в этом альбоме он превзошел себя и наворотил даже в рамках простых 4 четвертей много запутанных ритмических рисунков. Хотя это не помешало ему использовать биты, которые мы уже слышали в других альбомах. Например, подвижный ритмический рисунок из нового сингла The Contract почти дословно повторяет хитовый паттерн из Heavy Duty Soul. Его таланту даже посвящена одна из песен – Drum Show. Мощная альтернатива с перегруженным басом, который мы уже слышали в песнях Navigating и Next Semester. А вот чего мы точно не слышали, так это вокала Джоша в студийных записях. Несмотря на то, что он регулярно исполняет партии бэк-вокалиста на концертах группы, в частности в прошлом туре это было Paladin Straight, он еще никогда до этого момента не пел в песнях 21 Pilots именно лидирующую партию вокала. Особенно хочется отметить контраст между тихим мостиком и резким скримом Тайлера, возвращающим нас снова в припев песни. Ах да, насчет скрима. В этом альбоме, я думаю, побиты все рекорды по крикам Тайлера и его дочерей в песне Raw Fear.
Если захотите повторить за ним, будьте аккуратнее, чтобы не повредить связки. Подобным крикам действительно нужно обучаться, иначе они могут быть опасными для здоровья исполнителя и в особенности для ушей его соседей. Для информации, дуэт порадовал нас так называемыми цифровыми остатками, своеобразной делюкс-версией альбома, куда включили еще одну песню-эпилог, которая называется Drug Path. Максимально советую заценить и ее, если вы еще не слышали. Еще при первом прослушивании песни Cottonwood в глаза, или вернее в уши, бросился аккорд, выполняющий функцию перехода в конце каждого квадрата припева. Оказалось, что Тайлер воспользовался лидийским ладом. Я ничего не понимаю вообще. Вообще в музыке существует довольно много так называемых народных ладов, хотя народ их не особо-то и понимает. Народные они потому, что пришли к нам из фольклорных произведений, хотя правильнее их было бы назвать скорее натуральными ладами. Так, понятно? Если вкратце, это лады, которые существовали еще до появления мажора и минора. Встретить эти средневековые лады сейчас можно разве что в джазовой импровизации. Впрочем, песня даже без всех этих музыкальных деталей получилась бы очень красивой и трогательной, потому что она посвящена памяти дедушки Тайлера, Роберта Джозефа, ушедшего из жизни недавно вследствие длительной борьбы с Альцгеймером. Собственно, Cottonwood, по-русски тополь, любимое дерево деда Тайлера. И еще одна красивая баллада, закрывающая альбом – Intentions. С первого взгляда звучащее немного странно и нелогично, но все становится на свои места, как только мы реверсируем инструментал песни. Мы слышим старую фортепианную балладу. Песня называется Truth. В каком-то смысле Truth начинает лор группы, потому что эта песня предшествует эре Blurryface, а Intentions, по сути являясь ее зеркальным отражением, закрывает лор. Truth — это обнадеживающее послание своим слушателям, которое убеждает их в том, что жизнь продолжается. Процесс переживания проблем, с которыми мы сталкиваемся, включает в себя, возможно, уничтожение некоторых частиц своего разума в каком-то из смыслов, но нельзя опускать руки, и мы обязательно переживем даже самые сложные моменты своей биографии. В свою очередь, в Intentions поется о том, что у людей, попавших в порочный круг, перемены не могут произойти в одночасье. Перемены – это некий процесс, который требует времени. Намерения, направленные на улучшение своей жизни, очень важны и рано или поздно приведут к значимым переменам, которые в свою очередь will set you free. Освободят вас. На примере этих песен мы видим, насколько все циклично в жизни, а также в лоре группы. В новом клипе на песню City Walls, открывающую трек-лист альбома, по сути, происходит завязка всей истории. Клэнси, персонаж, от имени которого ведется повествование буквально во всех песнях группы и которого олицетворяет в прямом и переносном смыслах Тайлер Джозеф, наконец встречается с Бандитус и Факелоносцем, некой метафорой света в конце туннеля. Они добираются до Демы, закрытого города, охраняемого Ника и его 8 епископами, которые олицетворяют в свою очередь весь страх и неуверенность в себе и своем будущем, что есть у Творца. Пока ребята в желтом сражаются с зомби, Клэнси взбирается на башню, чтобы дать последний бой своему главному врагу – Нико.
Но в конечном итоге Тайлера ждет поражение. Ника хватает его за шею, и на этом заканчивается прошлогодний альбом. Такой вот клиффхенгер. Но все не может быть так просто. Тайлер не поддается своим страхам и вновь начинает упорную борьбу. Во время битвы Клэнси с епископом режиссер клипа использует визуальные цитаты из прошлых клипов группы Heavy Duty Soul, Jumpsuit и Levitate. Именно по причине включения такой художественной задачи, как воссоздание сцен из клипов, снятых почти десяток лет назад, ребятам пришлось потратить баснословный $1 миллион. Сколько? Что делает этот клип одним из самых дорогих вообще за всю историю клипмейкерства. В ходе схватки Ника вновь одерживает верх, протыкая тело Тайлера волшебными рогами, которые тот притащил с собой. Но неожиданность, Клэнси находит в себе последние силы, чтобы финально поразить старика с макияжем, и тот растворяется в небытие. Тайлер многозначительно срывает красные шторы, облачает себя в прикид, наподобие тому, что носили его враги, а также вручает эти мантии бандитос, которые тоже переходят на сторону зла. Отказывается только Джош. Теперь Клэнси становится новым Ника, а факелоносец отправляется на поиск нового предводителя восстания. Цикл замкнулся. Что это вообще было? Я поделюсь с вами своей авторской интерпретацией. Вы не обязательно должны с этим соглашаться. Да не согласен я. Если весь лор группы символизирует сражение с настоящей депрессией, а Джош — это огонек, буквально факел, который освещает темные дни, то, что он ушел искать нового Клэнси, новую мотивацию, вдохновение, показывает нам, что даже если нам кажется, что все вокруг нас обернулось в темные краски, всегда остается последняя надежда, которая вскоре может снова подарить нам вкус к жизни, несмотря на все те страхи, что остаются в нашей башне Демы. Любые непроработанные неуверенности временно затихают, а потом вновь возникают с новой силой, возможно, превратившись немного в другое обличие. Все циклично. А как вы поняли этот клип? Совсем недавно группа отправилась в свой финальный тур по Америке. В следующем году они еще сыграют несколько фестивалей, а после этого, вероятнее всего, клику будет ожидать длиннейший перерыв. Возможно, до 2030 года, возможно, дольше. В любом случае, после такой большой гастрольной нагрузки и такого значимого финала истории, Тайлеру и Джошу нужно будет хорошенько восстановить свои силы, набраться вдохновения, побыть со своей семьей, в конце концов, чтобы потом вновь очаровать нас своей талантливой музыкой. Пишите в комментариях, как вам новый альбом Breach, какая ваша любимая песня и почему. Не забывайте, что в своем телеграм-канале я публикую каверы, которые вы могли слышать на фоне этого видео, интересные факты, дополнительные материалы и небольшие мнения о том, что я, возможно, не затронул в этом ролике. Таким образом, можно чуть больше проводить времени со мной в ожидании нового выпуска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч.